Всем привет, я Марина, и с вами школа Сакрамел. Многие клиенты дорожат своими длинными натуральными ногтями, не разрешают их восстанавливать и выпиливать изнутри. Но на мой взгляд, без этого не обойтись, если это влияет на внешний вид. Приготовьтесь, то, что сейчас вы увидите, возможно, вас шокирует. Поехали! Смотрим, вот такие ногти сегодня нам предстоит преобразить. В другой соцсети я проводила опрос, как могут назвать эти ногти, каких только названий не было. И ногти-бананчики, и клювики, и грунтозацепы, и птеродактиль, и дракоша. На самом деле вы придумали очень много альтернативных названий. С какими-то я могу согласиться, что эти ногти действительно выглядят как орлиные, то есть смотрят вниз. И, конечно, такой рост ногтей хочется исправить, их восстановить. Но немного сначала про историю этого маникюра. Ко мне пришла женщина, которая на регулярной основе ходит к одному и тому же мастеру на протяжении 10 лет. Этот мастер активно развивается, даже у него есть своя школа в Москве и иногда берет клиентов. Мою модель все устраивало до последнего времени, она стала замечать, что мастер уже как-то не так старается, то ли торопится, и она решила попробовать что-то новое. И тут она увидела объявление о поиске модели для съемки ролика для меня, написала, и она даже не думала, что ее возьмут, но вот так она и попала, собственно говоря. Как я поняла, до этого ей не поднимали клюющие ногти, просто постоянно их корректировали, поэтому это натуральные ногти, некоторые, когда ломались, донаращивали, но под вид натуральных. Во время снятия важно убрать все предыдущие отслойки, чтобы новый материал также не отслоился. Отслойки убираем кончиком насадки твердосплавной по периметру. Важно, если видите вот такие белые карманы, это также отслойка внутренняя, и ее нужно убрать. Из-за того, что ногти растут вниз, у модели появились трещины по точкам роста. Но это и очевидно, когда такая большая нагрузка на свободный край, к тому же вы видели, сколько было материала старого. Это, конечно, приводит к нагрузке, которая, в свою очередь, приводит к трещинам в этих местах. Поэтому, чтобы избежать больных трещин по ногтевому ложе, необходимо поднимать такие клюющие ногти. Повторюсь, моя модель не знала, что вообще такие ногти можно как-то поднимать, исправлять и так далее, потому что она на протяжении 10 лет ходит к одному мастеру, она ему доверяет, знает, что он все правильно делает, в принципе, с носибельностью ее все устраивало, и она даже представить себе не могла, что эти ногти нужно как-то исправлять, поднимать, и что вообще в целом они могут выглядеть по-другому. Сказать, что она как-то супер дорожила своими натуральными? Нет, она спокойно совершенно поддалась на любые эксперименты, говорит, я вам доверяю, пожалуйста, делайте, как считаете нужным. Да, сначала я видела некоторую зажатость, недоверие, но затем уже в процессе, когда мы выполнили коррекцию на одной руке, она посмотрела на это преображение и удивилась. Это, мягко говоря, удивилась. Мы с вами выполняем тут аппаратный маникюр, потому что кутикула тоненькая, сухая, и такой вид маникюра лучше всего подходит для данной кутикулы. Еще важный момент, почему я полностью не убрала свободный край. Перед восстановлением, перед моделированием на верхние формы, конечно, тут проще было все полностью убрать и нарастить ногти заново. Но я это сделала по одной причине, для того, чтобы это было максимально зрелищно, а также наглядно исправлению клюющего кончика. То есть, конечно, при работе с клиентом, не для видео, я бы не стала оставлять свободный край, убрала бы полностью и нарастила заново. Наносим праймеры для улучшения сцепки только в зоне кутикулы, там, где отрос материал. На свободный край нет необходимости его наносить, так как там остался предыдущий материал. И делаем подложку из пластичной базы для улучшения носибельности. Моделирование будем выполнять при помощи геля. Под гель желательно наносить подложку, особенно если он камуфлирующий, а не прозрачный. Поскольку трещина на точке вроста и это может помешать дальнейшей носибельности, решили выполнить укрепление этого места при помощи стекловолокна. Это материал, с которым необходимо определенным образом работать, быть аккуратными, чтобы частички не разлетались, чтобы вы их не вдыхали и так далее. Есть ряд минусов, я не спорю,
Но для ремонта это классный материал, который будет настолько хорошо армировать это место, что ноготь не разойдется и трещина не пойдет дальше. И на среднем пальчике также ремонтируем трещину. На сырую базу ставлю небольшой кусочек стекловолокна, промазываю его, пропитываю той же базой и отправляем в лампу на просушку. Остатки подрезаем. Если это место просто заложить гелем или полигелем, то скорее всего трещина пойдет дальше. А такой способ армирования будет уже более надежным. Для восстановления клюющих ногтей будем использовать верхние формы. Да, можно было просто использовать материал гель или акрилгель, положить большее количество на свободный край и затем выпиливать. Но в таком случае был бы перерасход большой и опил. А верхними формами можно сделать ровную линию от точки роста, и ногти не будут смотреть вниз, при этом будет оптимальный расход материала. Единственное, что кутикула у моей модели немного трапециевидная, зона кутикулы, поэтому форму близко к кутикуле ставить мы не будем. На верхней форме буду моделировать не привычным акрилгелем, а гелем. На самом деле эта техника удобна, носибельна. Да, бывает, что где-то что-то растекается, но если приноровиться, это не мешает. Накладываю необходимый слой, помню про укрепление стрессовой зоны и прикладываю на ногтевую пластину. Гель очень быстро и хорошо распределяется, нет никаких воздушных карманов, и просушиваю ультрафиолетовым фонариком. Прям прикладываю. Он очень яркий, сильно светит и буквально за 3 секундочки хорошо схватывается. Переворачиваю ноготь, и если необходимо разровнять внутреннюю поверхность, это делаю. А также, если появляются большие зазоры между натуральным ногтем и искусственным материалом, их можно доложить, также при помощи этого геля. Отправляем в лампу на просушку. Гель легко раскладывать в верхней форме, потому что он самостоятельно распределяется, в отличие от полигеля. Все просушили и теперь снимаем. Смотрите, уже красота, уже ногти не растут вниз. Все абсолютно выглядит по-другому. Я думаю, вы со мной согласитесь. Посмотрим вид изнутри, насколько сильна разница роста натурального ногтя и искусственно смоделированного ровного. Теперь беру твердосплавную насадку, тоненькую, и выпиливаю ноготь. Еще раз повторю, это можно было сделать и раньше, просто для максимальной наглядности, для того, чтобы увидеть результат до и после. Для того, чтобы это было зрелищно, я оставила свободный край. Если вам понравилась такая идея, обязательно поставьте пальчик вверх этому видео. Мне кажется, это очень залипательно. Теперь подпиливаем немного ступеньку в зоне кутикулы. Просто ее убираем, сводим на нет. Придаем форму свободному краю. Опилим сначала правую сторону, затем левую и пиковую часть. Делаем форму заостренный миндаль. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. После опила переворачиваем руку клиента и уже более тщательно дорабатываем внутреннюю поверхность. Делаем ее ровной, выпиливаем натуральный ноготь. Внутреннюю часть ногтей можно покрыть топом, для того, чтобы натуральный ноготь не отслаивался от искусственного материала и не пачкался изнутри. Поскольку форму мы ставили не в стык к кутикуле, соответственно, у нас появляется небольшая ступенька в зоне кутикулы и недостаточный объем на этом месте. Предлагаю его достроить при помощи жиденькой базы. То есть я не делаю никакое выравнивание, просто некоторые при моделировании на верхние формы еще зачем-то сверху выравнивают базы, и этого делать абсолютно не нужно. Я лишь слегка достроила без объема зону у кутикулы. Обезжириваем и приступаем к дизайну. Моя идея была в том, чтобы создать эффект штукатурки. Для этого использую серый гель-лак и покрываю им зонально на тех ногтях, где будет дизайн, и на других ногтях полностью. Также у меня в арсенале есть вот такой светло-серый гель-лак с черными крупинками. Делаю им хаотичные мазки, и, по-моему, что-то получилось по типу штукатурки. Тоненько покрываю топом, закладываю неровности и прорисовываю границу при помощи насыщенной гель-краски с блестками. Делаем такую окантовку. Теперь дополним стемпингом, вот таким с надписями, чтобы у нас получился максимально такой брутальный дизайн.
Очень здорово смотрится, и модели также понравилось. И еще небольшой элемент, вот такая наклеечка. По-моему, получился очень трендовый, современный, молодежный дизайн. Те ногти, которые покрыты полностью цветом, покрываю матовым топом, а ногти с дизайном глянцевым. Как считаете, удалось ли нам выполнить преображение? Если да, ставьте пальчик вверх, смотрите и другие видео на канале с преображением ногтей. Я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!